Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте, не стесняйтесь. Хотела сегодня обратиться к девочке моей хорошей. Специально для вас я создала плейлист тесты, психологические тесты. Они помогают узнать свои сильные и слабые стороны, чтобы лучше нам узнать самих себя. Помогают также легче справляться с трудностями и стрессами, чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать свое душевное спокойствие и здоровье. Поэтому заходите, пожалуйста, смотрите, приводите свои мысли и чувства в гармонию. Для кого это важно? Я думаю, для многих это важно, нужно, полезно. Итак, а тема сегодняшнего расклада у нас предложила замечательная подписчица Алина. И звучит примерно так. Какую женщину он выбрал сердцем? По идее, если я правильно поняла, и она еще уточнила описание. Ну, цвет глаз и длину волос и прическу там уж я не обещаю под описание подогнать, но буду стараться, да. Надеюсь, я поняла суть просьбы. Итак, сейчас я делаю сигнификацию мужчины, собственно. Если резонирует, вы узнаете этого мужчину, на которого вы хотели бы посмотреть расклад. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. А затем я, собственно, опишу. Фактически это будет сигнификация женщины, которую же этот товарищ, этот мужчина выбрал для себя сердцем. Итак, вы сейчас подумайте о мужчине. Вспомните его глаза, улыбку. Назовите его имя. Тембр голоса, какой у него вспоминаем. Походка летящая или наоборот. Какая? Какой он? Особенности какие-то. Так, родинки, да? Ладно, не будем дальше. Так, девочки, какой этот мужчина? Думайте о нем. Думайте хорошее. Тут вышла карта. Интересно. Мужчина, который обидел женщину. Так, ладно. Сейчас, девочки, какой этот мужчина? Ну, сразу все понятно. Так, смотрите, вот эта карта часто выходит на вас. Это сигнификация муза, яркая, харизматичная, вдохновляющая, как райская птица. Женщина талантливая, привлекательная, умеет пользоваться своей, как это сказать, очаровательностью. Да? Женщина, которая умеет компоновать элементы гардероба и умеет производить впечатление, это удерживать фокус внимания на себе. Опять-таки, с коммуникациями все у вас хорошо. В любой компании, ну не в любой, но сможете найти общий язык со многими, скажем так. Почему-то эта женщина сама по себе вот такая вот красивая, но сейчас она заняла позицию такую, как будто бы она напоготове с каким-то мечом, не мечом, тесаком, не пойму я, перед собой держит и так поглядывает на этого мужчину, и как будто бы в ожидании. Если ты ко мне, если придешь с миром, то я посмотрю, как мне себя вести. Если ты как обычно, как, допустим, какие-то разы ты ко мне проявлялся тут, как-то так, что мне не понравилось, как-то так ты проявлялся, что заставило меня взять в руки этот меч и уже занять эту оборонительную какую-то позицию, можно так сказать, то я, соответственно, приму какие-то меры для того, чтобы больше не позволять себя обижать, себя унижать, тут обесценивать, тут что-то такое. Опять-таки, с этой женщиной показана потеря, утрата, как будто бы вы можете быть не вместе с этим мужчиной. Ну, тут уже мы мужчину сигнификацию делаем. Мне похоже, что это вы. Что это вы? То есть мужчина, фактически, он не находится рядышком с этой женщиной. Вот это, да. Показана потеря, утрата. У кого-то, знаете, мужчины даже могут, я просто переворачиваю эту картинку, по-другому читаю, потому что тут женщина изображена. По идее, это
У мужчины могут быть параллельно или сейчас там какие-то отношения, не отношения, но коммуникации с другими женщинами или с другой женщиной. Но смысл в чем? В том, что отпустить он вот эту вот красивую музу, яркую, где-то, может быть, подсознательно не может он ее отпустить. Сердцем он не может ее забыть, отпустить. Она находится, если он находится сейчас в взаимоотношениях еще с какой-то женщиной, то третья ментально он не отпускает. Вот эту вот самую музу, вот эту вот красивую, яркую. Она постоянно находится в этом союзе, незримо. И он сознательно как будто бы даже не может ее отпустить. Почему? Потому что с ней олицетворяется его счастье. Он говорит, это счастье мое. С ней я был максимально счастлив. Какие-то были такие моменты, где я чувствовал себя такой, как, может быть, как ребенок, да, вот это безусловное счастье какое-то. Так, мужчина почему-то сейчас именно, это вот сюда. Сейчас он чувствует себя каким-то, ну, не буду говорить, что слезы льет, но тут карта одиночки, одиноким. Даже если он в союзе с кем-то, даже если в веселой компании, то ощущение, что человек чувствует себя, ну, то ли с чужим среди своих, то ли в принципе какое-то такое чувство одиночества. Ну и печаль, тоска, вот тут как-то так. Давайте так посмотрим, с чем это связано, потому что. В чем это? В чем это? Девочки, ну уже не знаю, что он, смотрите, из жизни, как выключили, знаете, электроэнергию, да, так клац, клавишей включатель, света, да, вот так вот точно, вот выключили, так вот тут у него как страсть, вот так была страсть какая-то, огонь, накал чувств, эмоций каких-то. Ну, тут больше сексуальное влечение, какое-то страсть. Тут карта гроб. Все накрылось медным тазом. В один момент это как с его жизни исчезло. Почему-то он мне так это показывает. Причем какие-то, не знаю, это вокруг этого всего какие-то сплетни еще. Они явно не дают человеку спокойно тут как-то жить. Может быть, сплетни о какой-то женщине, может, по поводу взаимоотношений его. Ну, в общем, какие-то сплетни тут вокруг него. Вот. И это приносит ему разочарование. При этом дальше показано унижение, как будто бы, я же говорю, унизил, обесценил, оскорбил, обидел. Меня похоже на какую-то женщину. Он все-таки карта лилия. При этом лилия — это чистота души, и тут лишний раз подчеркивает, что женщину он обидел почем зря, а женщина как ребенок, где-то может быть, ну, и любовь в сердце. Как будто, знаете, мог женщину обидеть, любимую женщину показано. Но почему-то она почувствовала себя какой-то обесцененной. Но вполне возможно, она от него отвернулась, как дала, ну, обратную реакцию, да, ответ. Отторжение. Ну, разошлись, или как минимум, знаете, это такая история, как будто он мог причинить осознанно, неосознанно, тут еще какие-то сплетни эти, боль какую-то причинить этой женщине. И причем он-то ее обидел. Повторюсь, не обязательно, что там осознанно, что он специально этого хотел. Но он 100% ей причинил эту боль. Но он в полной мере эту боль осознал и сам, он прочувствовал это. И до него дошло, что он эту женщину любит. Тут как будто бы по карте лилия еще такой подтекст, понимание у человека, что она ко мне как будто, ну, с открытым сердцем, она от меня, что она от меня хотела? Любви только хотела. Тут как то ли задним числом человек осознает, что, блин, я не хотел причинить эту боль, но принес. И мне теперь самому хреновастенько от этого. Тут что-то такое, девочки, не знаю. Чуть-чуть какая-то не совсем стандартная ситуация, где мужчина действительно искренне, как будто бы вообще раскаивается, болит сердце, душа у него. Кого-то вы мне новенького привели. Да? Ладно. Давайте посмотрим. Теперь мы, ну не знаю, давайте еще, может быть, пару карт докинем, чтобы вы узнали уже наверняка этого товарища, да, своего. Так, смотрим. Мужчина, его сигнификация. Какой мужчина? Какой этот мужчина?
тут, на которого вы смотрите расклад. Какой он? Угу. Какой он? Так, на прямых. Девочки, у кого-то тут, ну, я не очень люблю эти мистические истории, да, ну, потому что, ну, каждый там второй приписывает прям магия. Если бы так было на самом деле, то у нас бы, я уже не знаю. Ладно. Но тут вот конкретно, тут показано мне, как будто бы влияние было. Влияние со стороны, мне кажется, какой-то женщины. Цель этого была, это в прямом смысле, как-то поспособствовать тому, чтобы... Тут карта остуда. Между, допустим, вами и этим мужчиной, вот, ну, отношения, мягко говоря, охлаждение произошло, где-то, может быть, расстались, развести вас в разные стороны. Цель этой женщины, конечная цель по карте Медведь, то ли оставить его в семье, если он уже несет ответственность за что-то, за какой-то союз, может, семья у него, или если он еще пока не женат, то цель, конечно, это заполучить его, потому как она его видит в роли добытчика, в роли мужчины, который действительно сможет там заботиться о семье, прокормить. Для этой женщины он как шанс какой-то. Опять-таки показана такая интересная история, как будто бы высшее я. Понятно, кто-то хотел чисто эгоистично для себя вот этого мужчину заполучить. У кого магия не магия, у кого это элементарные манипуляции. Манипуляции, те же сплетни могут быть туда же эти сплетни. В общем, какая-то такая комбинация хитрая, где могли вас оговорить, его оговорить, ну, в ваших глазах. В общем, как-то так все эти хитросплетения такие вытворить, для того, чтобы вы разошлись, для того, чтобы отношения между вами. То есть она на вас гадости ему наговорила, как-то иносказательно через третьих лиц, вам на него что-то рассказали. Вот тут вот карта. Вот и цель этого всего вас развести. Боль причинить ему, вам, эту любовь разрушить. Тут как-то так интересно, это вот женщина, да, которая это вот планировала, сделала это все. А тут такой подтекст, как будто бы она считала, что в отношении вас это просто у него больная какая-то любовь, зависимость. Ну, даже не любовь, а как сексуальное влечение. Вы очень привлекательны, поэтому вот так вот. А тут на самом деле как будто человек не учел того, что сердце, мужчина любит искренне. Ну, сексуальное влечение никто не отменял, но тут и сердце. Так, как будто бы... Ну, тут такой подтекст, знаете, между строк, что если это истинная любовь, да, то карта очищения. Ни одна магия это все не возьмет. То есть идет как будто бы... Но процесс запущен, башня, разрушение. То есть между вами, может быть, как разрушение какое-то, начало. Ну, так, какой мужчина вообще-то мы смотрим? Карта клевер, лекарство от всех бед, монеты. Ну, мужчина ресурсный, знаете, по карте князь это мужчина, который чего-то уже достиг, по крайней мере, к чему-то стремится. Амбициозный, материальное положение, может быть, высокое, может быть, к этому стремится, опять-таки. Может, не свободен быть, я об этом тоже должна сказать. Так, карты монеты. Тут такое сочетание сейчас. Шансы. Скорее всего, мужчина такой, знаете, который может брать шансы по жизни, рискует даже, но у него, скорее всего, получается. Какой-то риск оправданный. Ты о чем? Интересно. Ой, но тут чуть-чуть другой подтекст. Знаете, мужчина мог подвлюбиться, если он не свободен, он как будто бы может в один момент, карта воровство, душевные муки, мог пойти в
в создании отношений у кого-то, это даже не отношения, связь какая-то, да, он мог подвлюбиться и постараться это как-то, там уж, не знаю, реализовать на стороне это все, но неожиданно для себя, скорее всего, это принесло ему душевные муки, может, неожиданно опять для себя влюбился, как новостей каких-то ждет изменения. Вместо желаемого результата, вот, надеялся, тут карта воровство, это когда человек берет и особо назад, не то что назад не возвращает, взамен ничего не дает. То есть изначально какой-то такой посыл был, может быть, ну, знаете, как-то по-легкому, если можно так сказать, да, особо не задумывался. А тут так нежданчик получился, как говорят. Подарок небес такой, надеялся на один подарок, а тут злобный клоун выпрыгивает. Или же в сочетании с этим душевные муки, тут охлаждение, если он не женат, могли сплетни, семья могла как-то узнать, семья, жена, если он женат. Так, тут как-то... Или угроза того, что могут узнать, да, подействовала. Так, это он сам по себе такой. Показано, сам по себе мужчина такой довольно ресурсный и лекарство от всех бед. То есть у него заложена вот эта способность, да, как регенерировать, восстанавливаться. Как у ящерицы этот хвост отрастает, так вот тут в принципе, умение восстанавливать свои силы какие-то. Может быть, сфокусироваться на чем-то важном, в момент собраться, вот как-то так. Ладно, тут чуть-чуть о другом. Он и женщину тут какую-то воспринял, как бы женщина, которая в одном флаконе, все в одном флаконе, и красивая, и умная, и добрая. Вот как будто бы подарок небес. Вот такую женщину очень глупо потерять. Опять-таки, тут и страсть какая-то, она для него и искушение, и ангел, и демон, и вот хотелось бы с ней вот строить, но тут ощущение такое, как будто бы сейчас воздержание, он сейчас не может до нее дотянуться, хотя сексуальное влечение тут перекрывает, прям может быть, как люди в этом плане именно друг другу идеально подходят, тоже такой подтекст, как будто, может, ни с кем другим ему именно в этом плане, в сексуальном, так классно не было. Хотя там никто не отменял сердце, которое любит, ну, я должна это подчеркнуть. Сейчас почему-то человек себя очень болезненно чувствует, ну, потому что вполне возможно воздержание, да, дьявол, страсть есть, зависимость какая-то даже есть болезненная, а воплощения вот этого вот пока нет. Ну, монеты я не буду тут читать. Знаете, если какой-то чуть другой был бы подтекст, я бы сказала, что монеты мужчина выбрал стабильность, карта князь, монеты. Но тут я не буду так считать, почему-то мне так не хочется читать. Скорее всего, мужчина может зарабатывать деньги, и он понимает ценность вот монеты, ценность там этой стабильности своей. Но у женщины высокая оценка. Так, монеты, о чем? Сила. Подчиняю, инициатива, шанс. Ваша карта вопрошающая вышла. Шансы с вами. Карта аисты. Семья, на семью. Женщина, которая покорила меня, подчинила, как этот... Кто он тут? В общем, как дрессер. Нет, не буду таких слов говорить. Женщина, которая приручила льва. Так, подчинение. Он говорит, я как подчинился. Но все равно какой-то как инициативы от женщины. То ли ждет, то ли... Я не знаю, что он тут ждет. То ли хотел бы, чтобы инициатива от женщины пошла. И тут карта клевер, тогда шансы какие-то возможны. Ну, вот что-то тут такое. Так. Давайте быстренько посмотрим, какую же все-таки этот товарищ выбрал женщину сердцем. Какую женщину он выбрал сердцем. Описание. Так, давайте начинаем. Какую женщину этот мужчина выбрал сердцем? Ее описание. Узнаете? Ух ты! Какую он женщину выбрал сердцем? Что это? Что это? Что это?
Сейчас пути дорожки к этой женщине перекрыты, может быть, она сама их перекрыла. По первой карте, ну, муза, то, что я уже озвучила, муза яркая, харизматичная, это все сюда. Женщина, которая умеет это производить впечатление. По дьяволу сексуально, привлекательно, страсти. Он ее воспринимает как дьяволица, страсть, то, что накрывает, зависимость, от которой невозможно отказаться. Вокруг вас, вокруг, может быть, вас с ним очень много сплетен. Женя вокруг этой женщины. То есть у меня так идет, как вокруг вас все-таки. Очень много каких-то сплетен. Причем показана женщина сама по себе, смотрите, нежная, такая какая-то нежная, умеющая чувствовать тонко. Опять-таки, можете дать мужчине целую палитру наслаждения, каких-то эмоций, начиная там тут визуально, да, привлекательно у мужчины, который идет рядом с вами, какая-то такая, знаете, гордость, это женщина моя, да, хочу показать себя рядом с ней, вот такой какой-то я, эта женщина выбрала меня. А тут, ну, сексуально, очень привлекательно такая. И при этом вот какие-то нежные такие чувства, вы заботливая, ласковая, вот это вот все у вас. Но вокруг вас, я почти уверена, тут даже не сколько союза вашего там, или коммуникаций ваших, ну, мужчины и вас. Ну, может, вокруг коммуникации. Почему-то такой подтекст, что вы хотите этого мужчину как заполучить в качестве трофея. Сплетен немерено, не знаю. Так как-то тут вот как будто бы вы плетете свои какие-то сети, и вы хотите его заполучить в эти сети. Ну, уж не знаю, кому вы там подбрасываете эти новые темы для сплетен. Ну да. Вот говорят, он может быть даже воздерживается. Карта, ваша карта. Или вы воздерживаетесь от общение с ним, потому что это очень болезненно, как будто бы это подбрасывает вот эти вот как огня, в огонь дров подбросить, это новые, как будто бы сплетни, дать повод для новых сплетен. Ну что-то тут такое. Так, а ну какая женщина еще? Посмотрим. Какую женщину он выбрал сердцем? Давайте на другой колоде посмотрим. Какую женщину он выбрал сердцем? Тут так интересно. Он выбрал сердцем женщину, которая сейчас противостоит вот каком-то, уже не знаю, равном, неравном бою. Изо всех сил противостоит. Карта проклятия. Кто-то, правда, постарался. Соперница тут есть. Вот это уже я озвучила, но тут еще раз подтверждение этому. Эта женщина, идет борьба с какой-то соперницей. Соперница, тут по карте этой крест, тут не гнушаются никакими методами. Проклятие, тут уже эта карта вышла. А вот женщина, которая он выбрал сердцем, сама по себе начитанная, по карте книга, может быть, постоянный какой-то поток информации, перерабатывает. И вполне возможно, он увлекается эзотерикой, может быть, практик даже. Может быть, ищет ответы на вопросы те же самые, которые там волнуют ее. Почему мне этот мужчина в этот мир пришел ко мне? Почему мы с ним пересеклись? И что дальше с этим всем делать? Опять-таки, борьба может быть даже... Ну, тут соперницей больше. Ну, тут, скорее всего, может быть даже борьба... Даже не то, что за выживание. Борьба за то, чтобы быть с этим мужчиной. Тут он как противостоит. Почему? Потому что карты свечи и целитель. Может быть, даже это магия какая-то, которую там эта соперница делает. Она же тоже ложится где-то отчасти на этого мужчину. И тут как будто бы какая-то вот эта женщина, прям миссия. Вот эти свечи, это снимать эту вот какую-то там негативную энергетику. Может быть, как спасатель, тут целитель. Ну, как целитель душ, целитель этих отношений. Как будто бы вот она в каком-то бою. Ой, борьба, бой противостоит какой-то женщине постоянно. Постоянный какой-то процесс, он не заканчивается. Карта крест — это как ее судьба, предназначение где-то. Не особо он радостен, этот путь ее, но она в этом оказалась, и она как будто бы вот лечит, может быть.
целитель. Кстати, у кого-то может быть и это, ну, практики это озвучила уже. Дар целительства во всех смыслах. Может, медработник, может быть, целитель, психологическая помощь, да, кстати, тоже. Но тут энергетически очень сильная эта женщина. Так, давайте еще посмотрим. Необычный расклад, да? Ну, какой запрос, такой расклад. Постараемся быть новыми, интересными. Так, какую женщину выбрал этот мужчина сердцем? Ее описание. Так, о чем это? Так, буду по ходу, так все запутано, все очень запущено, да. Так, в принципе, сама по себе женщина, знаете, мне почему-то так первая реакция, которая может на этого мужчину повлиять, вот так вот, как там по карте, там, где сила, там, где женщина приручает льва, и тут тоже мужчина может быть агрессивным, может конфликтным, может доказывать свою правоту, свое видение вот этого мира, этой жизни, отношений. А она как в противовес ему, тут по карте спокойствия, она может как-то его так то ли подойти обнять, то ли какое-то ласковое слово сказать, как будто фух, и мужчина, как этот воздушный шарик, вот как воздух выходит из него, он такой какой-то успокаивается, почему-то какое-то такое влияние этой женщины на него показано. Да, без всяких там, ну, подтекстов, просто какое-то такое вот влияние. Но она что-то и как целитель, своего рода, я же говорю, как целитель, может, психики даже. Так, вообще это женщина. Так, ракушка, почему? В чем это? О. Ваша карта. Да, что ж такое? У меня показана эта карта, которая, скорее всего, может быть, и старалась избежать, если там мужчина то ли не свободен, то ли недоразведен, то ли, может быть, какие-то непонятные у него статусы, да, на данный момент были. Вообще, почему-то мне показана карта, как женщина в эту ракушку, да, забивается, женская головка, и вот максимально как будто старается там закрыться, скрыться. И дальше я уточняю, о чем. Ваша карта, карта змея, искушений, соблазнов. Может быть, вы не хотите или не хотели привлекать к себе там много внимания, те же самые сплетни, не хотели вот этих искушений, каких-то соблазнов, жили своей жизнью какой-то, а тут бабах, этот мужчина вам встретился. Ну, да, такое может быть, да, было. Ну, искушение какое-то, и ваша карта. Как будто бы вы этого старались избежать. Мне так идет. Опять-таки, у кого-то может быть ограничение, вплоть до того, что вы не свободны, он не свободен. Объективно лакомый кусочек в хорошем смысле. Вы, он, но вот эта вот роза, видите, она как под колпаком хрусталя. Из ограничений каких-то. У кого-то, я уже не знаю, как это трактовать, девочки, я не знаю, не буду тут рассказывать алкоголь, это как в прямом смысле, как алкоголь, да, что, ну, у кого-то, может быть, там, были зависимости, не знаю, может быть, у кого-то по молодости, по такой, потому что карта букет, это, знаете, такое, но это даже не об этом, тут больше как руки привязаны, связаны. Вы можете быть в отношениях или были с кем-то, кто злоупотреблял, вот так вот, как будто и отказаться от этого мужчины, да, может быть, это мужчина в прошлом. Не знаю даже, как это трактовать честно, вот алкоголь этот, как будто бы руки связаны, то ли не хотели его оставлять, то ли боялись его оставлять, этого мужчину. Тут у кого-то такое может быть. Ладно, сердце. Опять-таки, потом вот по карте шут дурак, может, хотели, потом вот с одной стороны вот это вот как качели, не хочу,
боюсь, да, оставлять, то ли свою уже налаженное все, что есть, хотя нюанс там этот алкоголь какой-то. Может, алкоголь это какие-то зависимости, увлечения тоже. У карта шута потом как будто бы желание пойти во что-то новое, может рискнуть, может начать с чистого листа, вплоть до того, что, ну, опять свою жизнь как обнулить. И тут какие-то карты такие, развилка, вот на развилке я топчусь, тут я не понимаю, тут опять карта, почему-то мне показывают почти все время, подсвечивают какое-то окружение ваше, окружение, какие-то хитрые лисы, ненависть какая-то. То ли вы вызываете, ну, я бы, конечно, хотела сказать, что вы там добрая, светлая, тут карта целитель. Я уже не знаю, у кого-то вот, то ли ваше решение пойти во что-то новое, изменить свою жизнь, рискнуть, может быть. Ну, у вас, у этой женщины, вот я все-таки больше, ну, ваши карты выходят. Как будто бы ваше желание изменить свою жизнь вызвало какая-то вот ненависть, приступ ярости, каких-то хитрых лис, которые на развилке, вот тут вы как будто бы топчетесь и ни туда, ни сюда. Но тут могут быть и женщины, карта шабаш. И смысл этого всего, что им бы не хотелось, чтобы у вас была вот карта якорь, стабильность. Они какие-то прикладывают усилия, причем это может быть какие-то странные, нестандартные их проявления. Вот абсолютно какие-то нестандартные. Может даже не сами, а через третьих лиц как-то так пытаются влиять на вашу жизнь. Точнее на то, чтобы у вас не было этой стабильности, чтобы у вас ни черта не получилось. Вот тут что-то такое мне. Ну, это как-то странно сегодня. Ну, что идет, то идет. Так, давайте еще соберу, какую женщину он выбрал сердцем. Какую женщину он выбрал сердцем. Так, давайте. Ну, какую же мне посмотреть? Давайте на эротическое посмотрю, да. Какую женщину он выбрал сердцем? Саня. Женщина, которая своими делами занимается, а он где-то там подглядывает, узнает, как она живет. Интересно, вы можете, ну вы, я думаю, это вы, как, ух ты, император. Женщина может быть или не свободна, или у нее еще один какой-то мужчина, как вариант. Или он так считывает, что у нее может быть кто-то. А мы же от его лица это говорим. При этом по верховной жрице женщина для него сексуально привлекательна, манкая. Но тут такой подтекст, который может быть, вот он посчитал, что рядом с ним эта женщина раскрылась в полной мере. Скорее всего, что тут такая женщина, которая для него непрочитанная книга, загадочная, очень загадочная. Может, увлечение эзотерикой, сюда же тайные знания, какое-то нестандартное видение мира, философский какой-то взгляд на мир, это все сюда. При этом, ну, такая вероятность, ему так кажется, что может быть у этой женщины еще мужчина, повторюсь. А если связь с ним, с вот этим, на которого мы смотрим, то это как-то как в тайне происходит. То ли вы сознательно как не хотели это афишировать, эту связь, то ли это как-то порицаемо социумом, то ли труднореализуемые отношения какие-то. Это все сюда. Так, какую женщину он выбрал сердцем? Женщина, которая любит себя, кстати, красуется, очень часто перед зеркалом крутится, цену себе знает, по крайней мере, внешне сама себе нравится. Ну, в том числе и знает, что нравится мужчинам. Но тут еще такой подтекст. Женщина, которая, может быть, вот тут верховная жрица, это же умная очень женщина. И тут карта зеркала. Сочетание такой женщины, которая, может быть, легко разбирается в каких-то манипулятивных техниках, в том плане, что она отзеркаливает. Она как зеркало, он там как-то к ней пытается или пытался проявляться, и она отзеркаливает. То есть как ты ко мне, так и я к тебе. Вот эти все манипуляции, какие-то пикаперские многоходовочки, думаю, такая женщина считывает, по полочкам раскладывает все. Ну и применяет в ответ, я думаю, раз тут зеркало. Ну, в данном случае королева воздуха. Какую женщину выбрал?
Вот смотрите, женщина, которая, ну, не стала за него где-то держаться. Может, он ожидал одно, не факт, не буду наговаривать тут на мужчину, потому что я и так могу на мужчин наговорить всяких этих, не нужно тут гадостей. Тут хороший, наверное, наверное, мужчина. Ладно, и женщина прекрасная, да. А женщина показала тут пятую точку, задрала эту юбку и говорит, я ни за кого не собираюсь держаться. Если хочешь там со мной выстроить отношения, ты знаешь, где меня найти. Опять-таки, королева воздуха. Женщина умная, рациональная, где-то вследствие, может быть, перед этим какие-то тут карты такие были. Может быть, это как следствие предыдущего какого-то опыта, даже с этим мужчиной. Вот ее такая позиция, какая позиция королева воздуха. Я пошла своими делами заниматься. У меня тут столько дел, у меня столько всяких каких-то там, не знаю, ярких событий еще в жизни. Ну, хочешь, приходи, находи. Так, опять-таки, по умеренности женщина очень ресурсная, женщина, с которой, ну, тут столько старших арканов, кстати, женщина, которая давала ему это наполнение в полной мере, где-то его, может быть, длительное время подпитывала, где-то была рада, когда он приходил, где-то давала чуть ли не материнскую эту заботу какую-то. Но в один момент как будто бы женщина могла развернуться и показать пятую точку, повторюсь, и сказать, нет, дорогой, хватит, я больше не буду для тебя никаким донором, вот этим энергетическим, не буду свою энергию тебе отдавать. Почему? Потому что тут такая история, кстати, по поводу хорошего мужчины. Вот эта карта читается как в Монарии именно. Мужчина приходит, одет с головы до ног, тут... Ой, девочки, сейчас тревога закончится. Так, ладно, может, она не закончится, да? Одет он тут в этот костюм, ботиночки, шарфик повязан и шляпа. Он такой маленький, он сидит на коленях у этой роскошной женщины. Он приходит, он даже не разбулся, не разделся. Он плюхнулся к ней на коленки, он потребитель. Взял от нее вот в моменте все, что он там хотел взять. Со своей одеждой он так и не распрощался. То есть все какие-то тайны, все он в себе несет и ничем не делится, скажем так. Вот пришел и ушел. Она раскрыта перед ним, ну как где-то раскрытая книга. Она говорит, я ничего от тебя не скрываю, хочешь, давай строить отношения. При этом она вот вуаль у нее на голове, и он даже как будто бы эту вуаль не поднимает. По большому счету тогда, вот на тот момент, ему как будто было пофиг, какие она там эмоции испытывает, там, я же повторюсь, может ей холодно, может ей голодно, может у нее проблемы какие-то бытовые. Ну, то есть его это не волновало. Он взял там, что хотел, сами понимаете, да, по нижним чакрам получил удовольствие и сварил, извините, за мой жаргон. Но и тут вот как реакция женщины показана, что не просто так она вот тут вот развернулась и сказала «до свидания», мягко говоря. А она просто это как дала реакцию на вот такое потребительское отношение к себе. Вот такие у меня выходят карты. Так, давайте буквально пару карт еще. Какую женщину этот мужчина выбрал сердцем? Какую женщину он выбрал сердцем? По влюбленным. Женщину, в которую влюбился. Но тут еще есть третьи лица. Могут быть с его стороны еще одна женщина, могут быть с ее стороны мужчина. По влюбленным женщина характеристика страстная, яркая, привлекательная. Для многих мужчин она привлекательна. Она может дать вот эту вот гамму, палитру этих эмоций. Она очень чувственная, талантливая сюда же, внешне привлекательная, да. При этом она мудрая, по старейшинам, но опять-таки может обладать вот этими тайными знаниями, умеет этим пользоваться, может быть, психологией увлекается, у нее, хотел сказать, мозг, интеллект у нее, тут на уровне карта старейшины, это человек, который даст дельный совет, может быть, вы сами там эти расклады Таро делаете, даете, правда, эти дельные советы, то есть тут сочетание и внешняя привлекательность, и темперамент, страстность, и плюс интеллект. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.